Завтра утром мы выходим на гору. Выходим на гору, где нет никого. Я, Костя и Женя. Мы втроем и гора. Сейчас там есть старый шотландский философ Пол, но он сегодня спустится, оставив заброску. И, может быть, свои философские мысли о противоречиях материального и нематериального миров. Останутся гора и философские мысли. Вам никогда не приходило в голову, что мир гор может быть одушевленным? Вы никогда не обращались к горе на «вы», не просили гору о чем-либо? Значит, вы ходите в горы за достижениями, ради сертификатов, медалек и титулов. Тогда вам в другую сторону. Но мир гор не об этом. Мир гор настолько велик и бесконечен, что его нельзя измерять рекордами и достижениями. Порою мир гор кажется мне одушевленным. Хотите проверить? Собирайтесь. Пойдем в этот раз вместе с нами в гости к Великой горе. Пойдем не торопясь, наблюдая и прислушиваясь, наслаждаясь процессом и пренебрегая целью. Будем надеяться, что гора пустит нас. И отпустит. С горой надо разговаривать, обращаться к ней и просить ее. Гору надо уважать и идти к ней в гости, а не покорять ее. Завтра выходим. Ставьте лайки и держите за нас кулачки. Вертолет вчера привез не только продукты и топливо в наш лагерь, но еще и Костю. Его вы знаете по сериалу «Хромой и Корженева». Вот. И теперь вместе с ним мы идем на пик коммунизма, на нашу мечту и нашу глобальную цель. И в этом нам поможет, конечно, Женя. Прошу любить и жаловать, и пойдемте с нами в сторону пика коммунизма. Надеюсь, у нас получится восхождение. Обязательно. Выходим. Чтобы новым зрителям был понятен контекст, скажу, что мы с Костей на поляне Москвина уже 3-й год подряд. И некоторые из вас наверняка смотрели видео о прошлых наших похождениях на моем канале. С Корженевской мы уже подружились и сходили к ней в гости, а вот коммунизма никак не желает видеть нас в своих покоях. Костя приехал с твердым намерением наконец-то закрыть этот гештальт. Говорит, сколько можно, нужно переходить к другим целям. А я приехал совсем не за вершиной. Мне важен сам процесс нахождения в горах, общения с ними. Но я не говорю никому об этом, чтобы не вызывать лишнего недоумения и дискуссий. Только вам, по секрету. Во второй половине дня выходить самое то. Не жарко, не холодно. Наслаждаешься дорогой, красотами, особенно при такой погоде. Идти нам до вертолетной площадки 1,5-2 часа. Там мы заночуем и будем ждать Женю. А завтра утром стартанем вот на эту гору. Так что заваривайте чаек, наливайте что-нибудь покрепче. Будет интересно. Так вот, по тропе иди, тут же есть тропа.
Вот 4 дня, проведенные в лагере, совсем разленили меня. Поэтому мое резюме: отдых должен быть не больше 3 дней. А кое-кому достаточно для восстановления даже 2 полных суток. Хорошо. Тело просит нагрузки и выхода на маршрут. Только выходишь, сразу же получаешь кайф. Вертолетка расположена на боковой морене ледника Вальтера. В 100 метрах от нее по направлению к гребню пика Воробьева течет чистый горный ручей, вода в котором летом есть круглосуточно. Ласковое вечернее солнышко делает вечер на вертолетке незабываемым. А в тюрьме сейчас ужин. Дюшбара. Итак, друзья, сегодня наш нулевой день, вернее нулевая ночь восхождения на пик коммунизма. Мы вышли на вертолетную площадку и ждем 3 часов, чтобы начать пересекать ледник и самый опасный участок — подушку перед ребром Бородкина. Конечно, все это волнительно, на горе никого нет, но мы надеемся, что завтра группы начнут подтягиваться. Мы пытаемся собрать команду, немножко волнуемся, поэтому держите за нас кулачки и ставьте лайки этому видео, чтобы мы достигли вершины безаварийно. Спокойной ночи. 3:28, Костя уже позавтракал, вскипятил мне чаю. Мы собираемся стартануть. Мы с Костей вышли из Базлага накануне и переночевали на вертолетке, чтобы в темноте не рисковать и не подвернуть где-нибудь ногу. Все, приняли, ждем. Что он говорит? 10 минут. А Женя прибежал рано утром. Стой, кто идет? Свои. Пароль. В горшке сидит король. Ну чё, как настроение? Нормально. Ого, у тебя сумочка-то. Доброе утро. Привет. Где такой отхватил рюкзачок? Все свое ношу с собой. Садись, переодевайся. Весь комфорт для тебя. Ну вот, в 4:20 мы трогаемся. Подушку принято проходить до 9 утра, пока солнце не осветило стену коммунизма. Днем вероятность схода лавин и ледовых обвалов резко повышается. Путь вверх по подушке занимает минут 40-час. Вначале взлет довольно крутой, но идем со свежими силами, как по асфальту. Снег хрустит под ногами, ни ветерка, ни облачка. Красота! В 5:30 первые лучи солнца касаются вершины Корженевы, но до нас они доберутся не скоро, мы на северной стороне.
Трещины рассекают всю подушку. Легко перепрыгиваем их, они хорошо видны и не широкие. Периодически попадаются лавинные выносы, которые сообщают мне: хватит снимать, поспешай за Женей и Костей. Вот тут заканчивается подушка и начинается скальный гребень, переходящий в ребро Бородкина. Но задерживаться тут надолго все же не стоит. Сверху время от времени летят камни. В прошлом году нашему гиду Андрею тут на спуске камнем погнула палку. В 6:13 дедушка коммунизм порадовал нас небольшой лавинкой. Но мы уже были в безопасности. От подушки на гребень провешено 3 веревки, но они больше нужны на спуске. Вверх идем ногами. Фу. Первое место отдыха. Корженево как на ладони. Место для отдыха было козырное. Вот ради таких привалов мы и работаем на переходах. Вдали возвышалась Корженево, под нами ледники и базовый лагерь. Конечно, полноценно снимать движение и поспешать за Костей с Женей у меня не получалось. Только не кидайте в экран гнилыми помидорами. Я постараюсь реабилитироваться на привалах и показать вам всю красоту, которую мы лицезрели. Сидите тихо и вдыхайте этой красоты аромат. Он прямо разливается в воздухе. Прошу меня. Прошу. В нем уже сахар есть. Попили мы на этой красоте чаю и пошли к кролику. Вернее, к его норе. Так, вот тут такая дырочка. Пролезет мой рюкзак или нет? Нормально, прибегаешь. Рождение Димы. Это как Винни-Пух Да, кролику залежал. да. Фу, дополз. Время 7:56. Скоро связь. Да, все нормально. Вот Дима ручкой машет, видите, нет? Хорошо, ладно, я скажу 12 тогда. Вот это нехоженные пики. Вот это. Это какие? А, дальше которые? Нехоженные вот эти. Это у Боревича, Тухачевского, вот они там. Вот в этом конгломерате. Костя нехило подготовился к поездке на Памир и изучил не только классические маршруты, но и прилегающие туристические тропы. И обнаружил 2 нехоженных шеститысячника в 3 днях ходу от Москвина. На них можно сходить из соседнего ущелья Аюджилга. Пики Тухачевского 6450 и у Боревича 6200. Проблема в том, что ущелье это от поляны Москвина отделяют сложные перевалы Мушкетова 3А или перевал 4, это 3Б. А к таким перевалам надо готовиться по-другому. Но чем черт не шутит? Женя, я тебя снимаю на фоне пика практически твоей тезки. Так она Евгения Сергеевна. Я Евгений Сергеевич. О, нифига себе. Крутяк. Ну давай,
Аккуратно. И потянулся вверх долгий путь по ребру Бородкина. Отличная возможность устать телом и отдохнуть душой. Побыть наедине со своими мыслями и окружающими меня горами. Наслушаться тишины и ветра. Наснимать и фото, и видео. Спасибо горам за то, что они есть, и вам за то, что смотрите. Ведь красота в глазах смотрящего. За 1,5 часа прошли, не останавливаясь, первый лагерь на 5300. Чтобы вы поняли масштаб и нитку маршрута, покажу вам ребро Бородкина с высоты птичьего полета. Моя птичка Мартин пролетала тут 10 дней назад. Перила провешены, около 15 веревок от ночевок 5-100 до грудей. Следы хоть и занесены снегом, но тропа хорошо читается. Снег твердый, жаловаться, как говорится, не на что. Иди и работай. Стоит, правда, отметить, что по сравнению с прошлым годом стало побольше крутых участков и стенок. Идем медленно, не торопясь, наслаждаясь видами, стараясь не допускать ошибок и закрепляя заново вытаявшие перила. Конечно, каждый шаг, каждая стенка добавляет усталости. Когда у тебя самый медленный темп, с каждым привалом твоя усталость нарастает. Ведь пока ты дополз, твои друзья уже отдохнули и идут дальше, и у тебя нет времени на отдых. Тут самое время подумать, зачем ты сюда приперся. Или, если сказать красиво, зачем люди ходят в горы. Подумать времени достаточно. Больше километра по вертикали. За спортивными достижениями, за преодолениями. Ты посмотри на себя. Да ты еле ползешь. Сначала потренируйся на равнине, а потом придешь за достижениями. Вот-вот, ты прав, я тут с другой целью. Когда я первый раз увидел гору, на которую мне захотелось залезть, я просто захотел посмотреть на Байкал с высоты птичьего полета. Я назвал эту гору Пик Черского 2. Потом были пики Черского 3, 4 и т.д. С детьми, с друзьями, в одиночку. А сейчас я пришел пообщаться с большой горой. Я даже не знаю, как ее называть. Гармо, коммунизм, самани. Нет, лучше просто горой с большой буквы. Еле ползу. Еще, наверное, минут 40. На второй стоянке. Палатку поставили вот под этим сираком. Трешка North Face 25E. Со всеми удобствами и видом на Корженеву. Размещение категории люкс. Полюбуйтесь сами. Смотри, как я этих парней умел. Так нам до груди осталось 200 метров, что ли? Да. До груди осталось 250 метров. так? Здесь подняться по перилам сколько-то. И потом, как вот здесь вот ходить, шли сейчас пешком. Там небольшой участок. Фу. Ребята, мы за один день, Давай, Костя, налить. сейчас 2 часа, а сейчас 3 часа, до 3 часов мы прошли 2 ходовых дня. Фу, все, больше мы столько ходить не будем.
Вот такой у нас тут под Бергом уголок уютный. Как сегодня. Ну и прошлый год был гораздо проще по этим всем веревкам. Нынче что-то там Мне тоже кажется, что таких вертикальных участков не было, как сегодня. Да, в прошлом году гораздо все проще было. Итак, друзья, итоги первого дня восхождения на пик Исмаила Самани, или же, как он раньше назывался, коммунизма, у нас сегодня подводится в 7 вечера. Вот, потому что завтра рано вставать. Ну, что скажешь? Каковы итоги? Ну, я думаю, хорошо, план минимум выполнили, дошли до второго лагеря. Ни хрена себе минимум. Я-то Мы думал, еле доползли. я думал, может быть, мы дойдем до подгруди, но я сам бы не смог. Не, вообще классно. Все измотались. Да. Погода отличная. Самые опасные участки прошли. Вот. Сейчас выспимся. И завтра поедем мы на Занзибар. Это, если погода хорошая, позагораем, все высушим и устроим день отдыха. Полдня отдыха, день. Ну вот, спокойной ночи, друзья. В 7 вечера. Такое утро у нас снежное, хотя погода ясная, сдувает тут крошку на нас. Надо выходить. Проснулись в 5. 10 часов добротного сна. Вот что значит правильная акклиматизация. Приготовили завтрак. Каждый из нас взял свои продукты, кому что на высоте заходит. Ну а ништяки, сало, орехи, сладости и сухофрукты общие. Ими приятно поделиться. За бортом метет. Ветер зовет в дорогу. И красота. Красота неописуемая. Сегодня у нас был запланирован день без подвигов. Перевалить груди, спуститься на 250 метров вниз на Памирское фирновое плато, там чилить полдня и заночевать. Вышли в 7:15. Женя пошел, как обычно, первым, освобождая веревки из-под снега и делая всю самую черную работу. Хотя разве может быть в такой белизне и синеве что-то черное? Я шел, как обычно, последним. Спасибо ребятам, что не торопили и терпеливо дожидались на остановках.
Перед финальным взлетом ребята меня подождали, и мы устроили чаепитие. 6-0. 50 показывал. А там 6,115, как-то так. А тут фигня осталась. На вершину груди обычно не поднимаются, а огибая ее траверсом уходят в мульду. Вот отсюда в прошлом году я повернул назад из-за сильного ветра, плохого прогноза погоды и недостаточной уверенности в своих силах. Кто не смотрел, рекомендую. Захватывающая была история. Ссылка по подсказке и в описании. Спускаться, конечно, не подниматься, и можно отдохнуть. Но расслабляться, конечно же, не стоит. Спуск, как правило, опаснее подъема. И тут нам попался достаточно крутой участок, под снегом ледок. Пришлось достать ледоруб и спускаться на передних зубьях. Ну что, ты вперед идешь? Да, я жду тебя. Нормально идет? Нормально. Вот оно, Памирская Фирновая плата. Самый высокогорный в мире аэродром длиной 11 километров и шириной 2. Снег не глубокий, снова идем как по асфальту. Кайф. Пока я дополз, парни уже натянули палатку. С одной стороны, хорошо, когда ты в группе слабое звено. С другой, вопрос дискуссионный. Вот такой, друзья, у нас быт на высоте 5900. Солнышко включили, ветерок небольшой, и мы тут нежимся. Да. Хотите к нам? Мы тут кисель, чаек, тоник понужаем. Финики, черносливы, орехи. Финики, черносливы, орехи. Ну ладно, заваривайте свой чаек. Дальше будет интересно. Какой суп? Снетки? Нет, у меня сырный суп. Я добавляю туда сушеную говядину. О, это круто. Не говори. А у нас попроще с Женей. Колбаса, сыр и сало. Мы на плато, все хорошо, палатку поставили, поели, спим. А вы можете нам сказать прогноз погоды на вершине на 14 на 13 число? 13 30, 40, 50, а 14 ветер, я имею в виду,
14 30 километров в час. Температура где-то 18-19 градусов минус. Берем. 15-го. Да, хорошо понял. А еще 15 можно? Получив такой прогноз погоды, мы решили, что 13-го при ветре 50 км в час на вершине нам делать нечего. Поэтому и спешить не нужно. Завтра опять сделаем лайтовый переход и поднимемся всего на 500 метров, до середины гребня Душанбе. А сегодня впереди был ясный погожий день, отличная возможность высушить спальники, восстановить силы и вдоволь налюбоваться окружающими нас красотами. Вот она, наша одинокая палатка на 11-километровом плато на высоте 5850. Привет, братцы! Сегодня у нас второй день восхождения на пик коммунизма. Мы разбили свою палатку на Памирском фирновом плато. Залезли на груди 6-100 и спустились вниз на плато. Все прекрасно. Холодно только. И Костя что-то приболел или просто заснул. Вот Женя. Сытый и довольный, потому что съел двойную порцию. Наелся. Сейчас у нас будет связь. Ну ладно. Пока, спокойной ночи. Сегодня была очень ветреная, но теплая ночь. Доброе утро. Доброе утро. Костя, слышишь нас? Что? Как самочувствие? Хороший. О, супер. Выспался. Че? Ожил, говорю. Значит, вперед. Наша цель — гребень Душанбе. Вперед из песни. Ну чё, давай прочекаем погоду. Погода она без чего. О, класс! Вот это погода. Погодка космос. Погодка была идеальная. В меру морозно, не слишком ветрено, над головою не облачко. Но спешить нам было незачем, и мы еще часа два нежились в спальне. Что делаешь? Конденсат убираю. Думаешь, убирается? Лучше мокро, чем снег везде за шиворот летит. Видно все в снегу там. Ну да, у меня всю ночь порошило вот отсюда. Я хорошо, что вентиляцию закрыл где-то 12 ночи, потому что чувствую, как только сильный порыв, у меня сразу это душ такой идет. Катывает снегом. Ну, сильный порыв меня всю ночь окатывал. Вот же откуда, да? Что с ней делать? Холодно. Подождем, пока солнце покажется из-за пика Хохлова и осветит плато. Как? Задувает? Задувает!
Выходим. Блин, а мне придется останавливаться. Снимать. Ну ладно, я лучше сейчас нагреюсь. Выходим. Вот наша цель. Нагреб Душанбе. Итак, друзья, сегодня третий день нашего восхождения. И мы с Памирского эфирного плато 5800 идем на ребро пика Душанбе. Хотим набрать высоту 6500. Ночь была ветреная, но сейчас погода нам благословит. Гора зовет нас, и мы идем к ней. Нет, это не фигура речи. Конечно, у нас есть план восхождения, и мы ему следуем. Но когда я поднимаю голову вверх и гляжу на гору, где-то под ложечкой зреет чувство восхищения. Меня прямо тянет вверх во что бы то ни стало. Сложно объяснить зачем. Снять красоту с высоты птичьего полета и показать вам. Но сейчас для этого есть дрон, и он справится значительно лучше. Покорить, постоять, потоптаться – мелко и некрасиво. Тезисы о преодолении и познании себя мне тоже не очень близки. Какое тут преодоление, если мне в кайф забираться на гору? Слушать скрип кошек по снегу, крепить веревку, вщелкивать жумар, ставить палатку, залазить в теплый спальник и, не поверите, просыпаться утром. Хотя утром бывает немного мерзко, особенно когда снег сыплется за шиворот. Так что никакого преодоления. Необъяснимо. Гора зовет. Идем дальше. На перегибе склона встретилась небольшая трещина. Женя кинул веревку, чтобы нас подстраховать. 6150. После перегиба ветер задул с утроенной силой. Стало холодно не по-детски. Я остановился на крутом склоне, чтобы одеть пуховку. Скинул рюкзак, развязал, стал доставать, и моя пуховая варежка Баск тут же выпрыгнула из рюкзака вместе с пуховкой и стремительно заскользила вниз по склону. Вы удивитесь, но я сильно не расстроился. Ну, убежала варежка и убежала. Значит, так было нужно. Странные элементы фатализма поселяются в наших головах в мире гор. У меня с собой были утепленные кожаные варежки ОАР с внутренними Севера. Я предпочел надеяться, что их будет достаточно при минус 20. Шли мы очень медленно. Вы будете смеяться, но это стандартный темп. Вот так, один шаг в 4 секунды, а то и реже. На 6500 мы встретили, кого бы вы думали, туристов. О них я вам рассказывал в первом эпизоде настоящего сериала про Памир. Мы примерно там же ставим палатку, где стояла. Можно не доходить. Ну тогда все, где поровнее, все договорились. Прям безопасно и близко. В обывательской среде существует пренебрежительная коннотация термина «туристы». Но горных туристов, таких как мы встретили в этом походе, нужно писать с большой буквы. В отличие от некоторых альпинистов, они основной маршрут прокладывают заново, идут по нехоженным местам,
А если и пользуются альпинистской инфраструктурой в районе, где провешены перила и есть стоянки, так по необходимости. Грех же отказываться от безопасности. Счастливо. Давайте, удачи. Давайте, спасибо. Попутного ветра. Да, удачного завершения похода. Тут, кстати, им огромное спасибо. Они выровняли место под нашу немаленькую палатку, а то бы нам пришлось провозиться тут пару часов с лопатами. Успехов вам. Счастливо. Ребята пошли вниз, чтобы заночевать на Памирском фирновом плато. Скажу пару слов о нашей палатке North Face 25i. Использую ее 10-й год. Очень удобная и продуманная до мелочей конструкция. Ветроустойчивая, ставится легко в одного, если ветер не сильный. Втроем в ней просторно, как в президентском люксе, а вчетвером вполне терпимо. Рюкзаки хорошо ходят в тамбура. Ткань прочная, вот только этим летом какие-то первые заплатки на ней появились. Да, мы в лагере на 6400. Очередной день получился легким. К 4 часам мы сидели в тепле и имели возможность любоваться видами из окна. А виды тут были восхитительные. Закрывай. Как вам моя шапочка? Отлично, как обычно. Итоги дня. Какой у нас сегодня день? По счету, что ли? Да, 3-й. 4-й, по-моему. Как 4-й? 3-й. 4-й. Бородкина. Для нас ПФР. 4-й, Дим. Но это не считается. Итак, друзья, итоги дня. Забрались на ребро Душанбе, высота 6570. Ну так, вроде лайтово, никто не устал, кроме меня. Да ладно. Костя вообще. Я видно, что немножко опух. Но не фатально. Глаза открываются, значит, можно жить. Можно идти дальше. Да, да. Точно. Вижу, значит, можно. Да. Когда сильно опух, то глаза уже не открываются. Вот, но ветер у нас тут из палатки не выпускает. Так что сидим в палатке, готовим еду. Завтра утром пойдем на пик Душанбе. Держите за нас кулачки. Всем пока. Но у меня никаких сил нет. Вот сейчас буду что-то записывать. На такой высоте Дневник. глубоких мыслей не приходит. Потом сядем, разберем материал в теплом месте у компьютера. И будут вам глубокие мысли. Хорошая мысль на сегодня, то, что туристы сделали огромную площадку. Мы ее чуть-чуть подровняли и встали на ней. Очень хорошее место. Спасибо туристам. Спасибо, Женя. То, что он нам тропит все 3 дня. И при этом мы его не можем догнать, блин, никак. Он убегает вперед, там что-то сидит, нас ждет, мы не можем за ним угнаться никак. Вот. Да. Ну, в общем, чувствуем себя немного... Спасибо, Женя.
Хорошо, завтра до 8. Каждая ночевка у нас все мокрее и мокрее. Спальники. Охренеть. У тебя, Костя, как? Чё? Да как? Плохо спал. Вообще не спал. Плохо спал? Мне снился сон. Иду что-то дома как-то, иду дома. Прихожу домой, там какие-то непонятные люди, которых вообще там не должно быть. И что-то вдруг смотрю, что-то у меня морда обгоревшая, и понимаю, что я на самом деле не залез на коммунизма. И начинаю думать, а где же мы, черт возьми, повернули? И не могу никак вспомнить, где мы повернули. И на этой мысли вот я проснулся, что я здесь. То есть сейчас нам надо понять, где поворачивать. Где мы повернули? И даже там где-то ты был, Дима, я тоже тебя спрашиваю, говорю, Дима, где мы повернули? И никто мне толком объяснить не может. Смотрим, вещий сон оказался или нет. Да нет, конечно. Токарев в базе, прием. Да, Токарев на связи. Как вы, где вы, прием? Ну, мы вот складываемся. Сейчас будем палатку складывать, да выходить на Душанбе. Ветра нету, полный штиль. Ну, отлично, буду наблюдать за вами. Ладно, давайте. Удачи, прием. Хорошо, эскада 12. Вышли поздно, в 9 утра. Я что-то замешкался со сборами, и ребята убежали далеко вперед. Но условия были идеальные. Снегу мало, тропу не потеряешь. А если и потеряешь, не заблудишься. Иди вверх по гребню. К тому же на случай возможного снегопада гидами были расставлены вешки в спорных местах. Сейчас я покажу вам весь путь, запланированный на сегодняшний переход. Да и сам полюбуюсь в который раз. Гора зовет нас, и мы идем к ней. Разве можно не хотеть идти по этому пути? Медленно, метр за метром поднимаясь все выше и выше. С каждым новым часом рассматривая меняющиеся под тобою картины и восхищаясь открывающимися за каждым новым взлетом ракурсы. Даже за экраном ваших электронных устройств вы должны чувствовать, как нас зовет гора, как заставляет шагать все выше и выше. О, присел отдохнуть. Да вроде Корженяга, красота. Вот туда лезть. Мы ставим себе цель идти полчаса или дойти вон до того камня. Ставим цель, выполняем, отдыхаем и идем к новой цели. Удовлетворение присутствует, самооценка повышается. Да, тяжело, да, кислорода мало, но в этом тоже есть свой кайф, опьянение гипоксией. Те, кто бывал на высоте, меня понимают. Такой у нас тут привал. Ветреный. Холод. Ты тоже, наверное, вообще замерз. Идешь, я пуховочку одел, тепленько. Солнышко светит. Благодать, красота. Вот туда.
Мы идем к своей цели, и у нас получается. И расстояние до нее уменьшается с каждым шагом. И после этого вы будете убеждать меня, что результат важнее процесса? Процесс – это набранная высота, помноженная на путь. А результат – это полчаса на вершине, деленные на озабоченность, как бы безопасно спуститься. Счастлив и нем обычно бываешь в базовом лагере, когда тебя поздравляют с горой. Вот я вышел. Вот я выбрался на Душанбе. Высота 7004 метра. Вот пик коммунизма. Фу. Тяжко. Тропа на саму вершину Душанбе не заходит, а сворачивает метров за 10 до нее и огибает траверсом. Вот какой красивый открывается вид с самой высокой точки в этом месте. Буквально от коммунизма до Корженевы. Опять приполз последним. Но нет худа без добра, парни уже разбили лагерь. Оставалось поснимать гору и погреться в теплой палатке, пока солнце не спряталось. Да. Такая. Биртман. Мы говорим, мы не знаем такой группы Биртман. Он говорит, а вот у нас, говорит, люди знают такую группу Биртман. Солнце опять в зените. Летят самолеты в Ригу и Питер. И хочет любви даже менеджер по продажам. Такая позитивная музыка. Да. Мы готовили обед, Костя развлекал нас позитивной музыкой и травил альпинистские байки о своих восхождениях по всему миру. Вот и пошли мы, значит, идем, а Кошеленко, он сказал, что он был там, но при этом он не сказал, что он был там 25 лет назад. Вот. Когда погода хорошая, не надо никуда разворачиваться, идите спокойно. Вот пример, который был недавно. До 2 часов они шли, и ровно столько же, сколько шли наверх, столько же возвращались обратно. Нормально. А что нормально? Ситуация. Нет, конечно. 24 часа восхождения, что хорошего? Это куда они шли? Вот на коммунизм ходили, Ильяс, и кого он там вел, я не знаю. И все, и потом пацанам пришлось бежать в 2 часа ночи и где-то забирать там посередине. Ну так они ничего не нарушили. Если в бы 2 часа развернулись. Если бы к ним помощь не пришла бы, если бы к ним помощь не пришла, не факт, что они бы достигли лагеря. Но мы сейчас говорим о каких-то формальных требованиях, которые они не нарушили. Да, не нарушили. Так тоже бывает. Поэтому я говорю, что бывает, что лучше перестраховываться. И поздний разворот, нормально, а бывает и ранний разворот плохо. То есть надо смотреть по ситуации. Никаких вот этих... то есть жесткие правила, они хороши для начинающих. Когда люди уже имеют достаточно опыта, они должны смотреть по ситуации. На завтра, на понедельник, с утра ветер 60, это 62 часа ночи, 5 часов утра 60, потом 8 часов утра 55. Хорошо, спасибо. Че, завтра отдыхаем? Я бы там. На 60-то мы не пойдем. Да нахер это надо? Не 60, нет. Я уже ходил на 60 один раз, мне хватило. Куда? Сюда же, вот мы же ходили 60 раз. Давайте завтра отдохнем хорошенько. Идея отдохнуть некоторым из вас покажется странной, ведь существует убеждение, что организм выше 7000 не восстанавливается. Но мы чувствовали себя вполне сносно, за исключением сатурации. У меня, например, она была 45. На равнине с такой не живут. Да и лагерь наш стоял чуть ниже 7000.
Ну, спать ложимся. Завтра решили никуда не ходить. А на послезавтра решили штурм назначить. Понял. Ну, сейчас у вас ветрено прям, потому что по прогнозу показывают, что должно быть 55 прям. Ну, ветер задувает, но никак не 55. Ну, подождем, наверное, все-таки 15-го. Если здесь нас на 6900 не сплющит, то пойдем. Ну ладно, спокойной ночи тогда. Несколько завтра прям. Хорошо, спокойной ночи, с Каприном. Привет, братцы. Сегодня выбираем главные итоги дня. Это то, что мы поднялись на 7000, или то, что у нас сатурация сколько? 40. 47. 39 у меня вообще была. Вот. Ну, то есть мы завтра никуда не идем. У нас будет день, как это называется? Ну, ожидание. И не идем-то и не из-за того, что сатурация плохая, а из-за того, что погода плохая завтра. Да, завтра ветер 60 км в час, это нас нисколько не радует. Вот, так что кантуемся тут на 7000. Кто из вас не был на 7000, завидуйте нам. Спокойной ночи. Ты что делаешь? Я разогреваю варежки. Хочу их положить в ноги снаружи, спальник, чтобы упираться в них, и они были более-менее в начальной стадии теплые, чтобы их не греть. Руки портишь. А руки что? Кожа? Кожа. Ладно, спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Что-то нас трепает, сегодня ветер 60 км в час. Ну, вроде укрепили палатку, нормально. Успокоился. Так, иногда порывами сдувает. Значит, Женя, смотри, к 5 часам сегодня должно быть уже 30. Вечером 40-45, ночью на 15 2 часа 40, но потом уже в 5 часов 25, 20, 20, 25. Хорошо. И к 5 часам вечера 35, 35. И по 9 по 11 часов ночи уже 45. Так что завтра, мне кажется, у вас будет благоприятный день прием. Да, хороший день. Спасибо. 60. Ну, сейчас очень хорошо. Ну, как очень. По сравнению с тем, что было, я имею в виду. Было 41, да, мы то есть снимали. это то, что у тебя процесс идет. Так проходят утра на высоте 7000 метров. Когда не надо никуда идти, и это хорошо. Не, лучше идти надо. А в таком ветре я бы вообще застрелился. Нет, знаешь, как хорошо. Утром лежишь, Куда не торопишься. спокойно смотришь, как высыхает твой спальник. Ой, как становится тепло. Прекрасно. А зато, когда ты такой утром убегаешь на гору, спальник раскладываешь, а приходишь с горы, а он у тебя уже сухой, сам себе высох. Да, это правда. Нам вообще программа максимум свалить вниз после восхождения. Ты чё? Конечно, а что? На плату. Какие проблемы? Да сможем, что, вниз Буду идем. смотреть постоянно. Надо сначала сходить, еще надо. Не, я и говорю максимум. Ну ладно, друзья, ставьте лайк этому видео, чтобы мы благополучно сходили и спустились на пик коммунизма. Товарищи, демонстрация погружения пальцев в кипящую... Черт, кипит, да? Дайте хоть поменьше немножко. Вот она кипит. На высоте И вот мы 6900. опускаем пальцы. Видите, оп, и ничего не происходит. Вот, пожалуйста, все. Вот. Почему вы думаете? Фокус. Вот я опускаю пальцы в кипящую воду. Пишите в комментариях. Да, так что изучайте данный вопрос. Вот так мы живем здесь. У нас свои причуды. Можно чай пить сразу кипящий. Вот наливаешь кипяток и тут же пьешь. И не обожгешься. Да, не обожгешься. Я губы крашу. У каждого свои причуды. Кипящий чай, пожалуйста. Отлично заходит. Только главное, что когда приедешь домой, не повторять такой.
Развлечений на высоте было немного, но время летело быстро. К часу дня мы уже и позавтракали, и пообедали. Когда уже ничего невозможно жрать, и нужно поднять аппетит, то эта колбаса вам даст то, что вам нужно. Самая вкусная колбаса на 7000. После обеда стали собираться. Я похвастался новым пуховым полукомбинезоном Red Fox, который не одевал еще и тащил для штурмового выхода. Костя похвастался своими чудо-стельками с USB-зарядкой. При весе 200 грамм они греют 4-5 часов и управляются с пульта. Такие стельки, да еще Ля Спортива Олимпусы, никакой мороз ему не страшен. Я с грустью посмотрел на свои G2, но подумал, прогноз благоприятный, справятся. Ну и что у нас в итоге? Полетали на дроне, чуть его не угробили. Чуть не потеряли дрон. Блин, я прямо очень волновался своего запуска. Что вроде тихо-тихо, потом такой порыв. Думаешь, как там наш бедный дрон? Как мы его там, где мы найдем его? Ура! Обошлось? Обошлось, да. Ну вообще, если вы думаете, что чилить в палатке на 7000 это отдых, ну, это не очень. Ощущения примерно такие же, когда ты вот болел, потом начал слегка выздоравливать. Просто хочется лежать. Вот примерно то же самое и здесь. Просто хочется лежать. Ну да, выходить на улицу вообще никуда не хочется. Но мы выходили, чтобы двигаться, разогнать кровь, лучше акклиматизироваться. Но главное, выходили к горе. Постоять, подышать, восхититься. На самом деле все мы тут ходим по грани. Это только со стороны кажется, что все хорошо, когда светит солнышко и не начался какой-нибудь отек легких или мозга. На такой высоте все достаточно зыбко. Гора может рассердиться на нас. Погода ухудшится, здоровье пошатнется, слетит кошка, обвалится карниз. Помощи ждать не стоит, вертолеты тут не летают. Снизу, если и придут не скоро. Мы тут втроем. Мы втроем и гора. От нас тут немногое зависит. Мы наполовину во власти стихии. А такую власть не грех и уважать. Уважать, обожествлять и преклоняться. Поэтому горы и кажутся мне одушевленными. Ведь неодушевленный предмет не может иметь власть над тобой. Под воздействием гипоксии наша рациональность улетучивается, и мы все больше сливаемся с миром гор, становимся его частью, перемешиваемся с его энергией. Я прямо внутренне чувствую эту энергетическую диффузию. Мы втроем и гора. Солнце садилось, мы засыпали, завтра рано вставать. Так, проснулись в час. Я в час 05, так сам за Соня. Сушим вещи, кипятим еду. Выходим на штурм коммунизма. Такая у нас обстановочка. Ну как там? На улице задувало, но значительно меньше, чем вчера. Значит, прогноз сбывается. Тепленько стало?
чем? Тепленько стало? Да, тепло стало, кстати. Так этот талисман должен хранить наш поход и спуск. Вышли в 3. Нет, в 3 еще темно, просто я не снимал и показываю вам путь, снятый накануне с дрона. Как только мы перевалили первый за лагерем взлет, на нас обрушился неистовый ветер, летевший откуда-то снизу с просторов ледника и кидавший в лицо колючки ледяной пыли. Пришлось надеть балаклаву. Я шел последним, но старался сильно не отставать. Руки стали предательски подмерзать. Эх, где же вы, мои пуховые рукавицы? Надежда, что за следующим взлетом ветер стихнет и руки согреются, не оправдалась. Ветер только усиливался при приближении к лопате. И по итогу через час пути я решил поворачивать назад. Докричался до Жени, догнал его, объяснил все и развернулся. А они с Костей пошли вверх по так называемой лопате коммунизма. Фу, вернулся. Сейчас отдохну, все расскажу. Парни идут на гору. Я понял, почему мне пришлось вернуться. Потому что я птичку-то забыл прицепить на рюкзак. Она хранит здесь. Мой хранитель здесь. В 7:30 солнце показалось из-за горы. Костя с Женей в это время были где-то в середине лопаты. В 8:50 первые лучи осветили их, и они смогли хоть немножко согреться. Что поделаешь, северная сторона. Теперь я четко осознал, что развернулся вовремя. Я шел вверх около часа и чуть меньше возвращался назад. И пока я доковылял до палатки, у меня не по-детски окоченели ноги в моих 6000-х ботинках. Если бы я продолжил идти вверх, пальцы на ногах точно бы прихватило. В 9:58 Костя с Женей вылезли на перемычку. Оставалось совсем немного, 100 с небольшим метров по вертикали. Ну и, конечно, парни справились. В 10:45 они уже размахивали флагом на вершине. Такую гору можно разглядывать бесконечно. И бесконечно любоваться видами, открывающимися с ее вершины. Ведь это самая высокая точка бывшего СССР. Для многих знаковая гора. В хорошую погоду отсюда виден весь Памир. Прямо напротив пик Корженевской. Вдали можно различить пик Ленина.
А погода была хорошая. Сравнительно тепло, минус 20. Ветер поутих, хотя развивать флаг силы ему хватало. В такую погоду посидеть бы на вершине, почилить, впитать прану из космоса, обменяться с горой энергией, раствориться в этом высоком мире и стать его частью. Но, как всегда, у высотного альпиниста зудит под ложечкой. Спуск может быть тяжелее подъема. Все самое важное еще впереди. Вершина – это только половина пути. Большинство аварий случается на спуске. И этот зуд, это чувство самосохранения заставляет нас покинуть место силы, мешает насладиться им в полной мере. Как бы то ни было, пробыв на вершине 20 минут, помахав флагом и пофотавшись, парни рванули вниз. Я же чилил, или, можно сказать, разлагался в палатке. Высушил все вещи и спальники, свои и товарищей. Сфотал и поснимал все достопримечательности и виды, за которые зацепился глаз. Позавтракал и пообедал одним блюдом – горячей кружкой с салом. Сижу я такой около палатки и думаю, в этом-то и есть кайф мотивации на процесс. Руки-ноги целы, Мартин долетел, а сходил или не сходил, какая разница? Будет повод вернуться и снова насладиться процессом. Это слабаки придумали себе отговорку. Какой процесс? Тут все однозначно. Есть вершина, есть результат. Нет, ты не прав. У каждого может быть свой результат. Мой результат будет, когда я расскажу о процессе своим зрителям. Ну вот я и говорю. Если ты слаб и не можешь достичь вершины, ты ищешь себе оправдание. Другой результат. Да замолчи ты! Все эти результаты люди придумали, чтобы мотивировать себя на процесс. А мне не нужна эта мотивация. Со стороны коммунизма показалась фигурка альпиниста. «Женя», догадался я. Ему оставалось преодолеть последний верблюд перед нашим лагерем. Вот Женя идет, но идет один. И поэтому мне кажется, что что-то случилось с Костей. Что случилось? Где Костя? Улыбайся, не дышала. Не, серьезно, где Костя? Сзади идет. Я что-то это, по твоему внешнему виду, блядь, подумал, что случилось. Не, все хорошо.
С вершиной. Спасибо. Ай, молодцы! Ну как Правда, я оно? там голос оставил почти. Как оно там? Все на месте. Видели птичку? Да, Махали? да. А чё он так долго? Что-то ты меня сильно напугал. Он совсем медленно идет. Просил не ждать. Ну, мы спускались вместе. А сюда Вот вышли. я там двоих видел. Сейчас ты один идешь, думаю, что случилось. Ну, он так совсем медленно идет. Совсем сил нету. Ну пошли, я вам заварил. Иван, чай с сахаром. Воды Хорошо. накипятил. Молодцы. Когда ветер кончился? Ветер кончился, но мы пошли уже на взлет. То есть вот здесь вот я ваши фонарики видел, это уже кончился. Не, уже светло, когда стало. Ага. Ветер закончился. Ну вот надо было попозже выходить. Да, вышли бы попозже. Может быть, где-то перекрепились бы. И нормально. Ну ладно, пошли угощаться в наш лагерь. Усталость такая приятная. Приятная такая усталость от того, что все-таки что-то сделали. Куда-то дошли. Усталость сильная. И день хороший был. Начало было не очень, Да. а потом хороший. Там слегка наверху задувало, так незначительно. И следы везде. Мы когда первый раз шли, то тут торопили по пояс. Сейчас-то везде следы. И там, получается, гребень этот предвершинный вообще протоплен. Можно просто так ходить без инструмента. Костя, ну ему вот один взлет остался, метров 20, и придет уже в лагерь. Как прием? Нормально, хорошо. Если бы еще подольше бы с нами пошел бы, возможно, бы поморозился. Правильно, разумное решение, в конце концов. Здоровье важнее, чем решение, оно здесь будет прям. Нашим участникам горовосхождения физкульт привет! Поздравляем с вершиной. Спасибо. Уже можно побольше праздновать на этом месте, чем наверху. Да, да. Иван, чай. Очень хорошая вещь. Костя благополучно спустился. Теперь мы снова были вместе. Мы втроем и гора. Ах да, еще философские мысли Пола, которые он тут оставил. Кстати, вчера по рации передали, что группа из 5 восходителей поднимается снизу к нам, и должно быть Пол в их числе. Congrats. This is the official camp? Yes. Oh, good. I'll stop here. Is it icy going up? Ice or snow? No, no. Not bad? Do you need a rope? No. That's good. Sometimes we use ice axe. We had more like 50 at the traverse this 50? morning. And You still did it? Yeah, it was night. It was really like, you know, you had trouble standing Wow. already. Итоги состоят в том, что мы ломанулись в 3 часа ночи при сильном ветре. Но поскольку я более отмороженный человек, чем Дима, вот, я решил продолжить восхождение. Вот, и, в общем, Женя постоянно мне предлагал еще там развернуться, потому что я медленно лез. Ну не постоянно, Не что-то. постоянно, ну ладно. Пару раз всего. Да. Ну, достаточно, я уже запомнил. Вот. В общем, в итоге мы вылезли, мне кажется, в очень хорошее время на вершину в 10:40.
7 часов 20 минут. Это хорошее время считается. Да, хорошее время. Вот, но тут есть нюанс. Я это время получил, потому что я съел подряд 3 этих самых изотоника СИС. И они меня сильно ускорили. Но засада была на спуске. Потому что на спуске эти изотоники, я думал, мне не нужны. А шел я очень медленно, без изотоников. Потому что тем более боялся сорваться. Там очень легко улететь. Шел все время с ледорубом, вплоть до последнего участка, где уже стало понятно, что если даже улетишь, то недалеко. Вот, тогда я уже стал использовать палки. Вот. И в итоге, вот, значит, спуск мы начали в 11. В 12 мы пришли на перемычку, очень медленно я шел, эту перемычку прошел целый час практически вниз. Это уже показатель, что силы меня оставили. Вот. Потом 2 часа спускался по лопате, что, в принципе, не так плохо. Ну, блин, когда там 400 метров перепада, 2 часа спускаться уже, в общем, понятно, состояние не очень. И вот еще долго сюда шел. То есть, получается, когда, значит, траверс я прошел в 14:30, а сюда я пришел в 16:30. То есть, вот от момента, где траверс заканчивается, и мы уже переходим на эти холмы, которые ведут нас к базе, да, вот я шел там 2 часа. Тоже показывает полный упадок сил. Ну, я там оставил себе немножко изотоника выпить, но все равно это меня не спасло. Вот. В общем, в 16:30 я пришел в палатку, вот, где меня очень приятно было, что встречают, потому что не всегда люди, это самое, когда приходишь, вот я ходил на пик Ленина один, достаточно ну, не сказать, что мрачное, но такое, не знаю, как слово подобрать. Приходишь, вот стоит твоя палатка, занесенная снегом. Всем совершенно все равно, откуда ты пришел только что. Тебе надо залезть. Там, ну, если у тебя есть вода осталась, то готовить себе ужин и наслаждаться собственной компанией. Вот. То есть здесь-то все гораздо веселее, мы же все-таки социальные животные. Вот мой рассказ такой. Все хорошо, все нормально, все замечательно. Ясно. Спасибо, Женя, тебя за Женя такую компанию. героически меня ждал на спуске, подсказывал, где начинаются там ледовые участки, чтобы я переходил на 3 такта, то есть лицом к склону. То есть он на подъеме не сильно обо мне заботился, так бежит вперед, и я там уже догоняю, как могу. А на спуске, да, на спуске все время там меня опекал, все подсказывал, где что. За что большая благодарность. Потому что реально не видно, вот когда спускаешься, где там будет. Там есть просто реально в одном месте такое ледовое зеркало, ну, 2 метра. И в нем просто небольшая трещина, по которой, ну, можно спуститься, но желательно это все, конечно, на 3 такта проходить, и она очень узкая, а вокруг везде лед. То есть, ну, в общем, выскочить на нее сразу улетишь. Вот. Вот так вот. Есть такие участки. К вечеру в лагерь поднялись 3 товарищей Эрика и швейцарский философ Пол, знакомый вам по прошлогоднему восхождению на коммунизма и моему первому сериалу «Хантенгри 2016». Мир гор тесен, сэляви. Я надеюсь, за успешный спуск пьете? Жень, что ты думаешь насчет тоста? Да, совсем подходящий тост, нормальный, успешный спуск. Цель уже отпразднована, номер 1, теперь цель номер 2. Да. Как это, я даже процитирую вам, поскольку у нас такой антураж, и игромастер философа Аристотеля, который сказал, что ведь человек – это социальное животное, ориентированное на достижение цели. Чтобы его жизнь была счастливой и имела смысл, это уж такой вольный пересказ, необходимо, что при достижении цели находилось следующее. Вот у нас следующее находится прямо автоматически. Как только мы залезли, сразу появляется следующая цель. И вот чтобы у нас все эти не было проблем в нахождении целей дальше. Тоже это очень важно. Иначе скучно, неинтересно и т.п. А кто говорил, что сегодня на платном уж пойдем? Я сказал план максимум. Максимум, понимаешь?
Наша хата заросла мхом. А наши соседи, отважные восходители, что-то никак не могут выйти, щупаются. Что, не поздно как-то, да? Они в 5 хотели выйти. В 5 хотели выйти. Внеплановые новости. Восходители заблудились в очередной раз, и нам приходится направлять маршрут их движения. Приходится очень сильно переживать за них, потому что если они свалятся, нам придется идти их и вытаскивать оттуда. Они ушли куда-то не туда, налево. Уже, наверное, метров на 200 ушли налево от маршрута. Но, по-моему, они догадались, что они шли налево, и вроде бы возвращаются. Но еще нам повезло, что сейчас будет связь, и они выйдут на связь, и им все объяснят. Отсюда не могу как-то увидеть. Ну, они на солнце сливаются с поверхностью. Плохо видно их. Если бы вот этот путь ложный, который они совершили, в правильном направлении пустить, они были бы на перемычке, наверное. Но все обошлось. Эрик опытный альпинист, и они с товарищами благополучно вылезли на гребень, сделав, правда, небольшой крюк. А мы отправились в нелегкий обратный путь. Прособирались мы, и в 10:25 пытаемся выйти вниз. Правда, сначала это небольшой набор вверх. Сейчас я вам все покажу. Обычно подобные фильмы заканчиваются эпичной музыкой или фанфарами где-то в районе вершины. Но у нас же фильм «Погружение». Не брошу же я вас здесь, на горе. К тому же внимательный зритель помнит, что спуск гораздо интереснее подъема. На спуске есть время поснимать, поразмыслить и сделать выводы из произошедшего. Сегодня предстоит непростой день. Нам нужно спуститься на километр 300 по вертикали, перейти Памирское Фирновое плато, подняться на груди, это еще метров 300 по вертикали, и еще немного спуститься. Костя раздухарился и бегом бежит по плато. Видите, мы еще собраться не успели. А вот на эту пипочку, которая называется грудь, нам нужно сейчас залезть. Ну все, я пошел, догоняйте. Сейчас уже вот-вот. Костя с Женей присели отдохнуть и пообедать в конце плато. Я порядком устал, и в меня никакая пища не лезла. Хотелось уже побыстрее забраться в палатку и отдохнуть. К тому же мне надоело плестись в конце, поэтому я первым начал подъем на груди. Вот такая у нас тут крутизна. Трещина. Вот еще одна трещина. И вертикаль в небо. Выше висела веревка, но как она закреплена, мне было неизвестно. Поэтому я поднялся, фактически ею не пользуясь, на скользящем. Женя лещет на странную веревку. Иностранцы молодцы. Бросили веревку и пожалели 2 бура БДшных.
Ну, наверное, они снимут и. Так что нам надо сказать, чтобы наши тоже бросили, когда пойдут сюда. Зачем? Ну, здесь что-то совсем гололед оказался. На спуск? На спуск неудобно. Веревка есть на грудях. Балаково навязали, добросили. Недолго. Ну что, пойдешь? Вперед. Ну иди пока. Я, похоже, выйду. Вот такая у нас тут вертикаль. Токарев на приеме. Мы на плато спустились, что-то подумали и решили к груди перевалить. Сейчас пока поднимаемся на груди. Подъем на груди довольно изматывающий, но глаза боятся, а ноги и руки делают. На грудях в Мульде встретили двух лыжников, чехов. Оказывается, они уже взошли и спустились на лыжах с Корженевы и теперь собирались сделать то же самое с коммунизмом. Да, нелегкая задача. Скажу вам для справки, что первый успешный спуск на лыжах с пика коммунизма был осуществлен словацким альпинистом-лыжником в 1987 году. Вот он на фото. Тут также слева направо Юрий Немировский, Юрий Бородкин, на ребро которого мы сейчас будем спускаться, и устюжанин Евгений. Легенды. Фото мне прислал подписчик Юрий Немировский. Идем искать лагерь. Оставим погоды. Ландшафтный дизайн. Устали. Но чтобы установить палатку, пришлось еще часик помахать лопатами. Да, к обеду, думаю, придем. Сегодня у нас итоги спуска с пика коммунизма. Костя тут выдвинул провокационную идею не ночевать на плато, а перевалить груди. И вот мы в этой уютной палаточке на высоте 6100 с другой стороны ребра Бородкина. Все довольны, немножко замерзли. Поздно. Какие у нас еще итоги сегодня? Ну, плюс в том, что мы завтра придем не сильно поздно в лагерь. Ты сплюнь. Ты вообще не загадываешь, что будет завтра. Это итоги дня. Все, молчу, да. Плюс. Кто-то еще хер его знает, каким бы минусом это был. Вот. Вышлось, ну, очень много событий. Лыжники съехали. Иностранцы зашли на гору. Спустились на плато. Паша лезет в бой с этой Ольгой. А ты что скажешь зрителям нашего канала? Ты меня в неудобно. Ну ладно. Костя сейчас подумает и вам скажет. Мне очень обрадовало, что мы сегодня все-таки перевалили на эту сторону, потому что это очень тяжелый этот подъем после восхождения. Ну вот. Тяжело было на это решиться. Но, в общем, все закончилось хорошо. В 7 вечера мы были уже в палатке. Здесь готовили еду. И завтра у нас будет, видимо, очень легкий день. И к тому же мы, самое главное, пройдем подушку достаточно рано. Вот.
положено ее проходить рано. Вот мы напряглись и пройдем ее рано. А не будем скакать там в час дня в надежде, что ничего не обвалится. Мы сделали все правильно. Вот. Ну, немножко пришлось потрудиться. Ну и, конечно, уже отметили вот этих каких-то совершенно неорганизованных англоговорящую команду. Мы были свидетелями, как они собирались на Душанбе сегодня. Они не могли найти там воду, не могли одеть кошки. Они постоянно что-то ходили кругами. В конце концов, вышли они там, первая группа, двойка, мне кажется, в 6:30. Остальные что-то там в начале 8-го. Но при этом они, очень быстро достигли лопаты коммунизма. Но поскольку они все индивидуалисты, они все там совершенно разбрелись в разных направлениях. Кто-то вернулся на основную тропу, кто-то решил прокладывать свою тропу и вылез на гребень гораздо раньше. И потом им пришлось идти по гребню, то есть практически какой-то новый маршрут там проложили. Но при этом они все умудрились залезть и главное, после восхождения собраться и спуститься на плато. Что, конечно, большой подвиг. Вот. Ну, вот такие вот интересные люди. Где только в других местах таких не увидишь. Видели сегодня 2 лыжников, которые ехали с Грудей вниз туда на плато. Реально в плохую погоду там выделывали какие-то повороты с большими рюкзаками. Вот. Тоже интересно было посмотреть на это. Вот. Ну, что еще? Пол у нас зашел. Да, он уже в который раз ездит. Надо узнать у него, вот почему у него такая любовь к коммунизму. Вот. Дима, возможно, это устроит. Вот. Но, конечно, Пол молодец. Вот. Что сказать? Ну вот, наверное, все от меня. Вот. Да, очень исчерпывающе. Спасибо. Привет, друзья! Вот так выглядит палатка на высоте 6000 метров. Мы в 5 утра. Так выглядят люди, которые стали пораньше и уже могут есть вкусную еду. О, нифига себе. Это... Уже вкусно пахнет так? А тут я пришел, мне так начало прям колбасить здесь. Прям ощущение, как будто ты болеешь. Вот. Да. Какое-то есть такое? Может, мы простудились, пока мы лезли наверх. Я не знаю, что. Блин, я только, наверное, в 12:30 смог там что-то заснуть. Видимо, промерзли и устали, и все сказывается. Да, вот это вот подъем на груди, вот такой, получается. Сегодня нам предстоит активный денек. Спуститься на 400 км по вертикали, перейти под душку, самый опасный участок на горе, и после вертолетки еще 1,5-2 часа идти до лагеря. Усталость не чувствуется вовсе. Да, холодно, ветрено и неприветливо, но солнце зовет нас, и нужно только сделать шаг ему навстречу. Свободно! Все разговоры о выгорании, преодолении и прочей чепухе придумали для оправдания лентяев. Нужно всего лишь любить то, что ты делаешь, и уметь себя заставить сделать первый шаг. Причем делать первый шаг – это перманентное действие, его нужно делать после каждой остановки. В этом умении и кроются секреты победы. Жду очередь на перилах. Любуюсь красотой. Красота? Главное на этом спуске – быстро пробежать подушку как можно раньше утром, пока солнце не нагрело склоны и не начались лавины и ледовые обвалы. Так что времени спокойно спускаться и наслаждаться видами не было. Наслаждение нужно было приберечь до вертолетки. Подъем? Ну, здесь в 2 раза, Нет. наверное. Рюкзак. Больше 30-ки точно.
Ну как, вы во сколько вышли? С базы в 3. А вы сразу с базы идете, да? Сразу с базы. Да. Да ну вот это ночевать лишний раз, палатку мокрую собирать. Доширак еще 2 раза лишний есть. Не уронит назад. На 5-100 встретили группу, идущую на штурм. Всем пожелали удачи. Здорово. Привет. Не, ну на КА-800. Вы на коммунизм? Мы тут гуляем в парке. Ну, переход он такой уматывающий. Между 3,5. Привет. Ну чё, как оно? Тяжело идут. Соу-соу. Тяжело идут, тяжело. Ой, спасибо. Женя заболтался с гидами, и мы рванули с Костей вниз по подушке вдвоем. Ведь тут каждая минута работает против. Хотя пока мы не ступили на опасный участок, однозначно сказать нельзя, за или против. Чё, вперед пойдешь? Вперед пойдешь? Давай. — 9:31. Начинаем пересекать. 15 минут. Пересекаем. Главное – это спуск. Без успешного спуска нет восхождения. Или точнее, о нем никто не узнает. Поэтому надо спешить. Но страха нет. Видите, я даже снимаю, держа камеру в руке. Это не страх нас гонит вниз быстрым шагом, а строгое желание следовать правилам. И это плохо. Куда он девался, страх? Или его не было? Страх – это основное чувство, которое позволяет нам не переходить опасную грань, оставаться в рамках дозволенного нам горою. Страх – это мотиватор и ограничитель, наш спаситель и наш враг. И мне до сих пор непонятно, кто и как регулирует его дозу. Вот я вижу тропу. Вот. Над нами мегатонны льда и снега, спрессованного солнцем в жесткий фирн, готовые сорваться вниз в любой момент. Солнце все больше нагревает стену. Лишь только мы ступили на этот путь, каждая секунда работает только против. Но страха нет. Это игра. Игра в кошки-мышки со смертью. Чё, не туда? Тропу нет. Вот тут был...
Насколько мне показалось, тут было уже относительно безопасно, и я остановился поснимать. Костя стремительно удалялся. Ну все, теперь можно не торопиться. Я уже был на леднике и остановился, чтобы снять кошки. Женя прошел подушку и догонял нас. И тут громыхнуло. Я достал первое, что было под рукой, iPhone, и начал снимать. Это выглядело эпично и смешно. Женя сделал пару шагов назад, спокойно пропустил перед собой лавинку и, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь. Не знаю, был ли у него в это время страх, издалека видно не было. Я дождался, мы быстро пересекли ледник Вальтера и оказались на вертолетке. Такая у нас тут идиллия. Да. Мы делаем чай. Немножко кипятим его, чтобы он лучше заварился. На такой высоте что делать? Я отдыхаю после такого спуска. Женя грустит, потому что заканчивается наше путешествие. Да. Да, нахера мы туда лазили, ребят? Чтобы потом прийти и расслабиться. Воспоминания. После этого, знаешь, один раз помучился и гордить всю жизнь. Вот зачем. И надо сначала 9 дней он там прошататься, устать, проморозиться, горло, чтобы всех надорвал. А потом сюда прийти и оценить, как оно на самом деле. Конечно. Вырваться из объятий этого. О, вот такая штука. Когда снежный туман рассеялся, стало тихо. Все восхищенно молчали. И вдруг кто-то, кого на поляне не было, спросил меня. Тебе было страшно, когда ты снимал? Нет, мы же в безопасности. Но если бы вы проспали и вышли в 8, вы бы сейчас были там. Нет, не страшно. Ни один мускул не дрогнул. Это плохо. Плохо, когда теряется страх. Как думаешь, сколько стоят ваши жизни? Думаю, здесь ничего не стоит. Как это ни печально. Страха нет. Наши жизни не стоят ничего. Мир гор одушевленный. Мы возвращаемся в другой мир, чтобы заново почувствовать этот. Оттуда снизу мир гор кажется совсем другим. Процесс всегда приводит к результату. И главный результат — вернуться. Дала взойти, но забрала по максимуму. Ничего не потерял, если не сказать более грубое слово. И ничего не отморозил. Нос, я тоже нос отморозил, но не заметил вообще, вот в темноте. Вообще не заметил. Я вот четко почувствовал, когда у меня стельки вырубились. Прям вот четко, все, 4 часа прошло, а нам еще 1,5 часа лезть.
бы на быке едешь, а я на кошке. Кошечка подустала. Коршун, когда в 85 лет полез на пик Ленина, его спрашивают, что вы лезете на пик Ленина? 85 лет. Хочу понять, на какой скотине я езжу.